Всем привет, дорогие зрители! Провожу зеленую нормировку, первую зелеными побегами. Я на данную тему снимал видеоролик, ничего нового не добавлю. Кому интересно, можете зайти посмотреть. В данном случае подошел к гибридной форме, нашумевшей гибридной форме в свое время, которым были большие надежды. Это у нас Азия, да? Ну что, подхожу, хочу сделать нормировку, а выбрать не из чего. И в связи с этим у меня есть некоторые мысли, с которыми я хочу с вами поделиться. Это лично мое мнение, не навязываю. Каждый может с ним соглашаться или не соглашаться. Почему же так происходит? Почему на сегодняшний день зарубежные кишмишные сорта пользуются все большим спросом, и они на самом деле на голову выше многих гибридных форм? Во-первых, они без косточки. Это тенденция, сталкиваясь с тем, что когда ко мне на виноградники приходят люди на дегустацию, бывают маленькие дети, и их никакими громкими названиями не обманешь. Азия, там, и второе, пятое, десятое. Им подавай виноград без косточки. То есть выбор потребителя. Мы еще, может быть, по стереотипу искать что-то старое, какие-то свои мысли, да. Но почему же так происходит? Во-первых, зарубежная селекция идет немного в другом направлении. Там три фактора, на мой взгляд, которые влияют на ассортимент сортов. Первое — это супермаркеты. Хозяева супермаркета предъявляют производителям некоторые ключевые факторы, чтобы виноград был хрустящий, внешне привлекательный, вкусный, стандартный, чтобы имело где-то 800 грамм до килограмма, чтобы имел хорошую лёжкость, чтобы на протяжении 2 недель, не теряя своих внешних данных, был красивым на прилавке. То есть хозяин супермаркета взаимодействует с потребителями и предъявляет свои требования к производителям винограда. Производители винограда, учитывая спрос супермаркетов, также самое, видя свою агротехнику, предъявляет селекционерам, различным компаниям, какой же виноград они хотят выращивать. В первую очередь это кишмиш, да, повторяюсь, без косточки. Также, чтобы каждый виноград имел способность и возможность плодоносить с первых, со вторых почек. Так как при стандартизации, когда виноград обрезается стандартно, у них преимущественно зарубежный, то есть Y-образная шпалера, неукрывной форме, и режется коротко на 1-2 почки, да, то есть на 2, на 3. То есть, подходя рабочий, он не должен ломать голову, как же его сформировать, где ломать. То есть он подходит и стандартно по шаблонам, то есть облегчается труд. Они предъявляют свои требования. Селекционеры, учитывая все запросы, производят сорта и долго испытывают, то есть проверяют, чтобы он не трескался, чтобы ягоды были стандартные, хорошая опыляемость. То есть все вот эти моменты учитывают, испытывают в различных климатических зонах, в различных странах мира. И в последующем год могут миру показать до десятка новинок. У нас как происходит? У нас селекционеры в год штампуют по 50, а возможно и больше сотни. А иногда даже не успевают название придумать. Я ни в коем случае не критикую и не предъявляю никакие требования, но объективно нужно смотреть правде в глаза. Мы зачастую эти гибридные формы проверяем у себя на виноградниках. И по протяжении 5-10 лет, да, благополучно обо все забывается. Я в свое время, когда учился виноградарству, смотрел различные видеоролики, в частности Сергея Сидоряка. Он выращивал Аркадию и другие сорта. И у него в одном из видеороликов спрашивают, а почему он не меняет свой ассортимент, почему он не переходит к новинкам. И вот он посмотрел так на камеру и сказал: надоело, говорит, первым за большие бабки, да, деньги, узнавать самым первым, что очередная новинка — это мусор. К сожалению, и у нас так получается. Мы сталкиваемся, загораемся, приобретаем и в последующем все ищем новые различные новинки. Да, есть среди гибридных форм достойные, но их нужно очень долго искать, испытывать, подбирать.
ни в коем случае не умаляет труд селекционера, который двигается в этом направлении. Но, на мой взгляд, они немного не дорабатывают. То есть не до конца проверяют и не до конца доделывают свою работу. Очень много брака. Ну что сказать, подходишь к кишмишам зарубежной селекции, ну, приятно работать. Каждый побег несет по 2 соцветия. Стабильно. Подходишь, то есть можно ломать без, скажем так, выбора. Ну, в этом есть, наверное, преимущество. Но опять же, это лично мое мнение, никому свое мнение не навязываю. Так же самое сталкивался при беседе со своим коллегой. Я думаю, он узнает свою фразу. Я думаю, он смотрит нас. Он сказал одну мысль. Представь себе зарубежную компанию, многомиллионными бюджетами, куча сотрудников, научных знаний, и они в год предъявляют до 10 сортов. А наши селекционеры один может в год до 100 штук, да, предъявить к нам на рынок. Может им уволить всех своих сотрудников, а взять на работу нашего одного? Нет, конечно. Вот в этом и заключается абсурдность различных новинок, которые нужно смотреть, изучать, выбирать и браковать. Это боль, можно сказать. Это все, что я хотел сегодня сказать. Всем пока. До новых видео.